Здравствуйте. Сегодня об абортах не говорит только ленивый. На этой теме делают политический капитал. На этой теме делают различные шоу и тому подобное, потому что эта тема затрагивает очень многих. Но я не хочу говорить об абортах. Я хочу поговорить о запрете абортов. И опять же, какую бы точку зрения я ни выбрал, что бы я ни сказал, со мной согласятся только те люди, которые эту же точку зрения поддерживают. И полностью будут отрицать те, которые эту точку зрения не поддерживают. И не имеет значения, что я отработал в практической медицине больше 30 лет. И я застал те периоды, когда аборты были запрещены, когда они были проблематичны. И по большому счету ничего, кроме огромного количества криминальных абортов, в то время не было. Никак не сдерживалась деторождаемость. Но я хочу поговорить немножко о другом. Дело в том, что я ученый. И проблемы морально-этические волнуют меня, если честно, не так уж и сильно. Меня больше интересует, как та или иная проблема помогает выживанию личности, рода, нации, расы, человечества. Опять же, это тема для многих политических дискуссий. И каждый будет доказывать, что именно его точка зрения поможет выживанию человечества. Давайте рассмотрим эту проблему с точки зрения работы нашей нервной системы. Дело в том, что все наше личное поведение, социальное поведение, наш опыт, знания, все зиждется на том, как работают наши нервы. Каким образом наша нервная система определяет наше поведение. А она определяет. И даже глубже. Каким образом законы физики, законы электрофизики определяют принципы работы нашей нервной системы. Это канал «Аппаратная психотерапия» и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь проблемой математического моделирования. И на этом канале я делюсь практическими, прикладными значениями данной модели. Так поговорим о запретах. О модных сегодня запретах на аборты. В принципе, вы можете на это место ставить любой запрет. Наше правительство очень щедро на это последние лет 15-20. Так почему вообще запреты появляются? И работают ли запреты? Если вам что-то нужно сделать, а вам это запрещает, в какой степени это вас остановит? Всем известна наша поговорка, что строгость российских законов нивелируется необязательностью их исполнения. Но хорошие законы, которые соответствуют нашей натуре, именно натуре с точки зрения работы нашего организма физиологического, эти законы не нарушаются. Нарушается только то, что нам противоречит. Я какое-то время работал заместителем по лечебной работе в колонии. И там я общался, по сути, с преступниками, с людьми, которые нарушили закон. Я видел, в каких условиях они содержатся. Это не самые лучшие, не самые гуманные условия. Но видели ли вы, чтобы люди после тюрьмы исправлялись? А это система наказания, это система запретов. Исправляются только те, кто и не был нарушителем. То есть тот, кто сбил на машине. Да, этот человек исправится, но ему нечего исправляться. Так сложилась ситуация. Да, он в этом виноват, но так сложилась жизнь. Настоящие же преступники, те, кто нарушает уголовный кодекс неоднократно, никакое наказание их не сдерживает. А почему вообще это происходит? Почему запрет на преступления, запрет на аборты ничего не даст? Дело в том, что по нашей нервной системе протекает только электрический ток. Все. Никакие моральные нормы, никакие заповеди по нервам не протекают.
только электрические сигналы. И законы распределения электричества по нервным волокнам – это закон Ома для параллельных цепей. Ток идет по пути наименьшего сопротивления. Именно из-за этого наше поведение такое, какое оно есть. Именно поэтому оно такое разное, и именно поэтому оно такое одинаковое. Как это вообще взаимосвязано? Наша нервная система – это гениальнейший, совершенный электроприбор, который сам генерирует электричество, сам его потребляет, сам выдает результат. Так вот, единственной структурой, которая вырабатывает электроэнергию для работы нашей нервной системы, является рецептор. Рецептор – это микрогенераторы, которые превращают все виды окружающей энергии в электрический сигнал. Этот сигнал проходит по нервным волокнам и доходит до головного мозга, до нервных клеток. Это краткий такой анатомический. Теперь немножко физиологически. Чтобы нервная система работала, ей нужно электричество. Нервная система работает только на электричестве. Все эти глюкоза, белки, витамины, гормоны, что угодно, медиаторы – это только способ использования, способ преобразования. Но нервная система работает только на электрическом сигнале. Электричество порождается, электричество проходит, электричество уходит. Кажется, ну что он, господи, родит рецептор. 10 минус 9 ватта. Но учитывая их количество и их работоспособность, они могут выделять мегаватты, десятки мегаватт в час. Естественно, все это не работает одновременно. Но, тем не менее, цифры колоссальные. Рецептор повредить практически нельзя. То есть они все время работают. Но в результате перенесенных заболеваний, травм, инфекций происходит блокирование пути. И выработанная энергия не доходит до мозга. Повышается электрическое сопротивление нервных волокон. За счет того, что постоянно происходят переходы с одного волокна на другое, с волокна с низким сопротивлением на волокно с высоким сопротивлением и так далее. Вот эти вот нервные соединения, этот огромный рефлекторный комплекс мы называем своими знаниями, своим опытом. И именно он определяет, как мы будем себя вести в той или иной ситуации. Именно поэтому наше поведение, в общем-то, стереотипное. Ток поступает в такой конгломерат, который, можно сравнить, наверное, с микропроцессором. И когда в микропроцессор поступает электричество, микропроцессор выдает тот ответ, на который он запрограммирован, который он умеет делать. Все. Также работают и наши рефлекторные комплексы. Но эти рефлекторные комплексы, я уже сказал, они потребляют колоссальное количество энергии. Эта же энергия поступает от рецепторов. Рецепторы можно разделить на две большие группы. Это внешние рецепторы и внутренние рецепторы. Внешние – это те, что преобразуют в электрический сигнал энергию окружающего нас мира. Солнца, воды, электромагнитное поле Земли. Внутренние – это те, что реагируют на изменения внутреннего состава нашего организма. Но сильное, резкое изменение этого состава мы воспринимаем как боль. Поэтому можно сказать, что для работы нервной системы мы используем два вида энергии. Это энергию космоса, окружающего мира, и энергию боли. Каким образом то, что я сказал, можно наложить на проблему запрета аборта? Но дело в том, что эти самые рефлекторные комплексы, я уже сказал, им требуется электроэнергия. Электроэнергию они будут брать оттуда, откуда она пришла, когда эти комплексы формировались. И если в тот момент вы испытывали боль, страх, то и ваша память, каждый раз, когда вы будете вспоминать об этом событии, вы будете испытывать боль, страх. Может быть, это будет не очень сильно выражено, но вы будете это испытывать. Запреты стимулируют боль, ту боль, которую вы пережили. Вас заставляют чего-то бояться.
И значит, будут стимулироваться внутренние рецепторы, те, которые несут боль. Но нашему мозгу нужна электроэнергия. Ему абсолютно безразлично, какая электроэнергия, кем она выработана, чем она выработана. Вроде бы. Но разница между внешними и внутренними рецепторами в том, что внешние просто получают энергию извне. Просто получают, не тратя при этом свою. Коэффициент полезного действия внешних рецепторов очень велик. Внутренние же, мало того, что изменение нашего организма оно не может дать столько энергии, сколько тот же самый солнечный свет. Но для того, чтобы произошло это изменение локальное, туда нужно приложить энергию. То есть коэффициент полезного действия внутренних рецепторов, он крайне мал. Внутренние рецепторы вообще созданы не для электроснабжения нашего организма, а для мониторирования нашего организма, для того, чтобы мы четко знали, где что происходит в нашем организме, чтобы наш мозг мог ориентироваться и мог с этим работать. Я уже сказал, коэффициент полезного действия внутренних рецепторов очень мал. И значит, если мы стимулируем запреты, если мы стимулируем боль, то в результате количество энергии, поступающего в наш мозг, очень мало. И мы чувствуем себя плохо. Почему? Да потому что наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. И если количество тока мало, мы находимся в депрессии, у нас нет сил. Если количество тока колоссально, мы энергичны, мы счастливы, мы влюблены. Запреты работают на боль. Они не могут дать много энергии. И, следовательно, мы стараемся избегать запретов. Мы против запретов. Любые запреты нам претят. Почему? Да потому что они не снабжают нас достаточным количеством энергии. Мы получаем дефицит электроэнергии, наша нервная система, наш организм. И, естественно, наш организм этому противится. Именно поэтому всегда существовала куча преступников. Потому что им запреты не давали нормально жить. А как быть? Единственная нормальная мотивация, единственная мотивация, которая ведет к успеху, это мотивация внешних рецепторов. Это мотивация удовольствия. И если вы сумеете дать закон, который позволит людям рожать с удовольствием, ну не закон, законы, создадите для этого условия, то это будет мотивация, которая будет работать всегда. Запрет работает вот только сейчас, потому что запрет – это аккумулятор. Да, в какой-то момент он даст вам энергию, но потом эту энергию нужно отрабатывать, эту энергию нужно наполнять. И по сути свои эмоции, все свои негативные эмоции, свои запреты вы берете в аренду, вы берете в кредит у своего здоровья. И чем больше запретов на вас наложено, тем хуже ваше здоровье. Более подробно о том, как работает наша нервная система, вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал. Узнавайте, как вы можете изменить свою жизнь. Как вы можете понять себя. Как вы можете достичь успехов. Как вы можете достичь счастья. Именно вы. Точно так же, как в этом видео я вам дам только формулы. Вы вставите свои данные в эти формулы и получите результат успеха в вашей жизни. Результат удачи в вашей жизни. Будьте здоровы, будьте счастливы и живите без запретов.